Так. Угу. Надо вот так вот сделать. Так, вот. Вот так вот. Так. О. Так, пойдет? Пойдет. Так, звук вырубаем. Так, яркость. Угу. Ну, как-то так. Хотя бы как-то так. Так. Что, видно? Не видно? Так, закрыть. Так, видны все сообщения. Так, ну вот. Вроде как все. Вроде как все. Так, звук. Чё? Блин. Николай Геннадьевич, не пугайте меня. Да. Так. Здравствуйте все, кто пришел. Вечер добрый. Салям алейкум, шаббат шалом. И так далее и тому подобное. Этой кипы у меня нету. Вот. Ну ладно. В принципе и не надо. Так. С чего начать? В принципе, да, всем сало тоже хорошо. Смотрю вот, кстати говоря, последнее время и поражаюсь скорости, с какой люди деградируют. Это, блин, что-то ужасное. Вот смотришь, человек, с которым еще там буквально пару лет назад общался, все нормально, все было в принципе понятно, вменяемый, реальный и так далее и тому подобное. А проходит время, вот сейчас, например, да, смотришь, а для него Википедия авторитетом является. Особенно в нынешних условиях. Вот. Что характерно, эта самая Википедия со временем только тоже деградирует, становится все хуже и хуже. Вот. И вроде как все это понимают и меньше туда обращаются, а другие люди наоборот начинают считать, что это авторитет, однако. Вот. Да. Вот, кстати, на тему вот этого вот прошедшего типа праздничка, значит, типа День всех влюбленных. Понимаете, ребят, вот версии там, да, разные. Там Святой Валентина, не Святой Валентина, но там пидорасов, значит, венчал. Там, или, значит, это было в Древнем Риме, или это было не в Древнем Риме, или, значит, это вообще не Святой Валентин. Вот, или там чего-то еще. Ребята, какая, собственно, половая разница? Мы вот сейчас на каком языке разговариваем? На русском. Мы где находимся? Мы находимся на территории, как минимум, бывшего СССР. Правильно? Вот. Скажем так, на территории объединенных русской культурой и русским языком. У нас другая культура-то, не американская. Следование вот этим вот западным праздникам – это результат, как это называется, импорта культуры. Когда приходит чужая культура, то куда-то уходит своя, к примеру. Вот. И вот это вот совсем нехорошо. В последнее время смотришь, молодые люди двух слов связать-то не могут. И дело даже не в том, что они там плохо учились в школе, мало читали, там прогуливали литературу, и у них литературу заменили, значит, на ЕГЭ. Дело в том, что они воспитываются уже в другом культурном пространстве. А в этом культурном пространстве присутствует такая хрень, как англоязычность. На сегодняшний день это даже не англоязычность, да, это американоязычность. Американский язык отличается от языка Шекспира тем, что он дико деградировал. Это
максимально короткие, упрощенные фразы. Все. Именно поэтому они очень активно используют, значит, мимику, они активно используют жестикуляцию, потому что их язык не в состоянии передать интонации и эмоции. Вот. Вот в чем дело. Русский язык, в отличие от американского, позволяет в письменном виде передать интонации, передать эмоции, даже без восклицательных знаков. Вот. Понимаете, в чем дело? А американский язык не в состоянии этого делать. Вот. Ой, опять забыл лингвиста, который... У него своя система преподавания английского. Это что ж такое? Как его вспоминаю, так почему-то сразу вспоминаю эту Илону, блин. Давыдову. Да. Вот он популярно, значит, объясняет, что английский язык произошел от русского. В принципе, абсолютно согласен с ним вот в этом вопросе. Но дело в том, что получается-то ведь как? Чем дальше, скажем так, от корней, то есть если русский язык и русская культура являются корневыми, то тем больше деградация. В том-то все и дело. На сегодняшний день я, например, завидую героям произведений Толстого, старшего, значит, Пушкина, которые изъяснялись, что называется, красиво, витиевато, да, с вензелями. Я на сегодняшний день уже все забыл, как это делается. Вот. А молодежь, такое ощущение, что они только что с ветки спустились. С пальмы. Да. Вот. Такие вот дела. Так, что-то не понял. Угу. Да, все правильно. Джоб имеет истинно русский корень от слова. Все правильно. Да. Все верно. Так оно, собственно, и есть, да. Так, вопрос. Что думаете по поводу детского недержания мочи? Спит ребенок крепко или что? Значит, вариантов два. Либо присутствует какой-то страх, вот, либо наличие глистов. Ребят, все. То есть, либо причина психическая, психологическая, либо физиологическая. Банально. Вот. В принципе, до определенного возраста это считается нормальным. То есть, до 4 это еще более-менее нормально. До 6 это уже должны быть вопросы. Вот. После 6 такого быть не должно. После 6 лет. Там уже надо, соответственно, смотреть, разбираться, что это было. Вот. А причин обычно вот 2 максимум. Так. Как тут и вообще русский язык, если продолжать темку, он очень конкретный. Значит, как тут недавно одна, значит, мамзель возмущалась в комментариях в Ютубе на тему, значит, ну что это за врач, сплошная бескультурщина, видите ли, все жрать да жрать, непонятно к кому обращается. Так вот, дело в том, что в русском языке есть несколько слов, описывающих процесс принятия пищи, да. То есть это слово есть, глагол, слово кушать, вот, слово жрать. И соответственно, да, мы сразу понимаем, кушать это у нас что-то такое достаточно культурно, там, с соблюдением этикета. Вот. Есть это у нас обычный бытовой вариант. Вот. Когда ложка используется и в качестве вилки, и в качестве ножа. Вот. И жрать
это когда там чуть ли не руками уже происходит употребление, значит, вот этого вот, когда человек голоден и наплевал на мнение окружающих. Вот. То есть это всего-навсего терминология, не бескультурщина, а именно терминология. Но у человека не хватает мозгов для того, чтобы понять, и не хватает знаний русского языка, чтобы понять, что в данном случае термин «жрать» применяется именно для эмоционального и смыслового окраса. Все. Вот. Как-то так. Как-то так. Да. Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Еще вопросы, ребятки, еще вопросы. Вот. Что-нибудь буду рассказывать интересное. Что у нас там с вирусом-то, с китайским? На сегодняшний день несколько тысяч человек заразились, умерших очень мало. Вот. Зато воплей на весь мир, да? При этом в Штатах несколько миллионов заразившихся, значит, несколько десятков тысяч умерших. Вот, если там уже к сотне тысяч не приближается. При этом тишина, никто, значит, не ограничивает полеты в Штаты оттуда, никто никого никуда не эвакуирует. Вот. Что говорит о чем? О все-таки политической составляющей вот этого вируса в Китае. Значит, и о чем вообще вот это все хозяйство говорит? На мой взгляд, о том, что медицина на сегодняшний день, в том числе, значит, мировая медицина, на международном уровне, то есть вся медицина, деградировала совершенно полностью. Я понимаю, когда, значит, там еще в районе Октябрьской революции, значит, в начале 20 века бушевала испанка, которая унесла, значит, кучу жизней, да, грипп испанка. Еще куда ни шло. С тех пор вирусология продвинулась достаточно далеко. Фармацевтика, фармакология продвинулись достаточно далеко. Народные рецепты знают кучу, значит, вернее, как это, народная мудрость знает кучу рецептов от вирусных заболеваний. Вот, это присутствует в русской культуре, это в европейской культуре присутствует. Это все известно. Вопрос, почему это не берется на вооружение медициной как наукой, остается открытым. Есть подозрение, что это просто нафиг никому не надо, а требуется, собственно, обратное. Люди должны болеть только тогда, когда люди болеют и они напуганы, только тогда они в состоянии покупать много лекарств. Все, only бизнес, ничего личного. Хотя на сегодняшний день куча, значит, различных средств, начиная с чумной Европы-то. Как там банда грабителей ходила? Вот. Им сказали, чего, когда поймали мародеров-то? Мы вас отпустим, да, не будем вешать в обмен на рецепт. Почему вы не боялись ходить по чумным домам? Вот. Потому что, говорит, у нас был вот рецепт. Вино с чесноком. Чеснок, настоянный на вине. Они это пили. Вот. Они умывались этим. Мыли руки. Все. Ядрить-мадрить. У нас сейчас вопли такие, что, значит, в Крыму, понимаете ли, делают кучу вин. Вот, все магазины, понимаете ли, завалены крымскими винами. Непонятно, правда, откуда столько виноградников-то в Крыму. Что-то не показывают их совершенно. Ну так выложите на полке магазинов, аптек, там, значит, вино, настоянное на чесноке, да? Народ же будет разбирать это все мгновенно. Ёкарный бабай, официальный, значит, способ употребить. С пользой для. Вот. Так ведь? Так ведь.
Почему этого нету? Потому что это нахрен никому не надо. Прививки, потому что в таком случае от этого самого гриппера не поставишь, народ не зазовешь, антигриппин, соответственно, не продашь, и так далее и тому подобное. Если все будут здоровые, на чем будут зарабатывать медики? Да? Медиков жалко, они тоже кушать хотят. Вот. Это инженера можно переучить на медика, а медика на инженера переучить невозможно. Все. Вот. Так, как же плов бишбармак, их же руками кушают. Вот, правильно. Вот, и когда руками их кушают, да, сидят спокойненько, вот, и кушают, ми, говорит, кушаем. Вот, а когда вот так вот, это уже жрать. Понимаешь? Так. Вот. Как тут один Гаврик, значит, пришел с комментариями тоже в Ютубе. Это что-то с чем-то было. Вот. Моча, говорит, должна быть темного цвета, потому что почки это такой орган, который фильтрует кровь. Вот. И если, значит, моча темного цвета и вообще такая вся из себя непрозрачная, значит, почки работают. Вот они всякую фигню отфильтровали. А если, значит, моча светлая и практически ничем не пахнет, значит, это излишняя вода в организме, ее туда заливать не надо, почки, значит, выводят просто лишнюю воду из организма. Вот, то есть этот дебилушка, как я понимаю, машины не имеет своей, в школе не учился, совершенно, Маугли. Что такое фильтр, фильтрация, значит, не понимает, вот, при этом упирает на логику. Да, совершенно не понимая, что такое концентрация, что такое токсины, концентрация токсинов, вот, что такое работа фильтра под нагрузкой, вот, именно какие нагрузки, значит, выводят фильтр из строя и так далее и тому подобное. Да, дикие дела ведь, вообще эти финиш. Так, сколько чеснока нужно на литр? Я так понимаю, если ребята спокойно умывались вот этим всем хозяйством, то чеснока было не так много, вот, иначе бы там всю морду бы им разъедало, вот. В Европе особо чеснок-то не любили. Вкус чеснока качественный есть, запах есть, по большому счету достаточно, вот. Так, сильно раздробленная пятка, прошло 4 месяца, ходить тяжело, был открытый перелом, что нужно делать, мне 43 года. Все очень просто, для начала надо было, значит, если что-то раздроблено, требовалось сложить крупные обломки, скрепить их между собой, но это все вопросы к медикам, к травматологам, к хирургам, вот. Собственно, как-то так, вот. В этом случае, да, даже мелкие осколки обычно оставляют внутри, под шкурой. Они там как раз-таки растворяются, и это является стройматериалом для нового формирования кости. Вот. 4 месяца, по большому счету, это не сильно много. Видео, у меня несколько видео выложены на тему переломов. Смотрите, там все подробно рассказано. Так, ваше отношение к медному купоросу. Блин, ёкарный бабай, учитесь русскому языку, глядишь, пригодится. Купорос, да, медный. А что отношение к нему? Я его не люблю, он меня не любит. Вот. Нет у нас взаимной любви. Штука достаточно ядовитая, ну и... В чем вопрос-то, собственно? Навести, например, концентрированный раствор медного купороса, поместить туда кристаллик на ниточке любой,
Вот, а потом наблюдать, как вокруг этого кристаллика формируется кристалл такой красивый, голубой. Вот, ну да, это интересно. Можно, значит, там детям, например, все это дело продемонстрировать, только чтобы они туда руками не лазили, не дай боже, все это дело не съели. Вот. Ну, медным купоросом растения опрыскивали раньше. Ну, медным купоросом иногда обрабатывали чего-нибудь, чтобы это не гнило. Вот. Внутрь есть категорически не рекомендуется. Отрава. Так. Мнение о коронавирусе, в принципе, еще раз, прошлый стрим раз, я там рассказывал, и в начале этого стрима, в принципе, тоже рассказывал. Вот. Это не фейк, это не случайность, это, как сказать, конкретная вещь сейчас идет для получения определенных политических и экономических дивидендов. Вот. По итогам этой всей заразы Китай сможет аргументированно торговаться с Россией. Вот. То, что Вова сейчас предложил внести в Конституцию запрет на отторжение, на отчуждение российских земель, это все чушь. На сегодняшний день Конституция действующая имеет фактически все те же самые нормы, плюс нормы на тему социальных вещей, но при этом всем Вова продлил к чертовой матери, значит, вернее, как это, да, рабочий возраст продлил, пенсию, значит, у всех отодвинул, и действующая Конституция ему ни хрена не помешала. Точно так же, ему ни хрена не помешает новая Конституция отдать Курилы японцам, если это ему будет выгодно, отдать китайцам, значит, земли, если опять же будет почему-то необходимо, вот, или что-нибудь сделать еще. Медведев же подарил, значит, нехилый такой кусок нашей территории норвежцам, где мы раньше ловили рыбу, теперь там норвежцы рыбу ловят. Вот. А нас оттуда с санными тряпками гоняют. Китайцам отдали уже ту его кучу территорий? Уже отдали, да? Значит, Казахстану отдали ту его кучу территорий? Отдали. Причем вместе с людьми, как с крепостными. При этом ни людей оттуда не вывезли, ни жилья им не предоставили. Просто бросили вот так вот. Нахрен и все. Блин. Бред какой-то, который сегодня творится. Вот. Как относитесь к нефтегазовой войне России с Белоруссией? Знаете, любила жаба гадюку. Вот, на сегодняшний день. Ребят, политика – это политика. Значит, надо отделять немножко политику и бадания политиков между собой, да, от действий этих самых политиков в отношении, значит, народа, в отношении людей. Значит, что получит народ Беларуси в результате этого всего? Во! Что получит народ России в результате этого всего? Во! Значит, вот этот кукиш, он будет постный, али со сливочным маслом намазанный. Понимаете? Какая разница-то? По-моему, никакой совершенно. Вот. У нас, значит, доллар падает, у нас доллар повышается, при этом там цены на нефть падают, цены на нефть повышаются, цена на бензин на заправке в любом раскладе растет. Правильно? Правильно. Ну и если у нас на сегодняшний день средняя зарплата составляет, даже официальная средняя зарплата составляет 500 евро. Средняя зарплата в Европе составляет сколько? В 3 раза больше, 1500 евро. Вот. Но при этом всем у нас цена бензина не в 3 раза ниже, чем в Европе,
если на то пошло. А всего лишь в сколько раз-то? В 2 раза. Вот. Сколько там? В среднем бензин в Европе стоит 1,2 евро. Да? Евро у нас 70 рублев. Делайте выводы, ребята. Собственно. Так. Господи, блин. Белла. Да. Кто про что ведь, а? Упражнения для этих вещей есть. Упражнения. А купоросом можно через слизистую так травануться, блин. Что уже, да, все сузится, но уже никогда не расширится. Вот. А для этих вещей есть упражнения специальные для тренировки мышц. Это полезнее, кстати говоря, да. Только вчера тарифы поднялись за мусорооткачку дерьма. Ну да, все правильно. Кстати говоря, на тему коммунальных расходов, да. На сегодняшний день тепло везде, теплая зима везде. В Ижевске сейчас, что у нас, середина февраля, раньше было до минус 40. В принципе, температура падала, и это считалось как бы нормально. Если там недельку, 2 недельки там подержится в районе 40-ничка, было нормально. Сейчас у нас на улице стоят морозы, сумасшедшие, блин, минус 6, минус 8. 5 раз теплее. 5 раз. Значит, когда на улице минус 15, народ реально начинает уже кутаться там, некоторые чуть ли не в унтах ходят. Вот. Что у нас с ценами на отопление? Все то же самое, как при минус 40. Но кто-то что-то пересчитал, кому-то что-то компенсирует. Сейчас! Хазар, как говорят татары. Так, да. Так что вот. Как говорят, дело, значит, не в баксах, дело, значит, в падлах. Вот. Ну, да, все правильно. У нас недавно все таяло. Вот. Сейчас перестало пока. Вот самый холодный месяц пока за эту зиму. Пока самый холодный. Температура падает до минус 15. Разок даже до минус 19 упала. Вот. Пишут в прогнозах одно, а в реальности совершенно другое. Вот. Но ниже 20 у нас тут еще в Мурлындии, в Ижевске во всяком случае, не было. С одной стороны, это хорошо, это позволяет при правильной политике сажать, выращивать те культуры, которые раньше не выращивались в нашем климатическом поясе. Вот. Соответственно, это может позволить самим себя обеспечивать определенными фруктами. Вот. Но яблоки у нас в лучшем случае краснодарские, во всех остальных местах, где яблоневые сады, в заднице, да? Вот. Груши свои можем выращивать, сливы свои можем выращивать, сейчас даже инжир свой можем выращивать. Кто-то этим занимается? Нет. Вот. Так. Да. Есть ли альтернативы лечения ВИЧ-инфекции? Альтернатива в смысле чему? Официальной, что ли? Официальному варианту? Ну, есть, да. Вот, чё нет-то? Так, мнение о службе в армии для молодежи. Так, значит, смотрите, как в свое время я слышал, когда сам я был молодой, значит, как сказали,
армия это очень хорошая школа. Но лучше бы ее пройти заочно. Вот. Во всяком случае, та армия, которую застал еще я, вот та служба, которую застал я, вот она, да, она приносила пользу. На сегодняшний день это не служба, это половина от того, что было у нас. Если, значит, ну, для начала, кухонный наряд, который чистит картошку, сейчас, по-моему, этим вообще не занимаются. Значит, второе. Никаких уборщиц, уборщиков и так далее, только наряд. Дневальные, значит, задача дневальных не только взлетку держать в порядке, но и туалеты, соответственно. Вот. Ну, несение караульной службы, оно вроде как до сих пор присутствует, но первые две вот эти вот вещи, они дают понять. Первое. На кухне парень учится готовить в кухонном наряде. Раз. И он начинает понимать цену труду. Два. Соответственно, точно так же, когда человек прибирается, да, особенно есть такая вещь у нас была, значит, замечательно, она везде была, паркохозяйственный день. Даже сегодня я в состоянии, значит, привести за минимальное время квартиру свою в идеальное состояние, вот, включая те места, о которых ни одна хозяйка не помнит, а некоторые даже и не знают, что туда можно и нужно заглядывать, значит, с тряпкой там и так далее. Понимаете? Вот. Но после службы я умею стирать, гладить, значит, быстро сушить при необходимости, да. До сих пор в состоянии подшить белый подворотничок красными нитками или черными, любого цвета, без разницы, и видно не будет. Вот. Замотать портянки, то есть обходиться без носков. Причем даже если это не сапоги, а кроссовки. Например. Понимаете, этому всему я научился там. Это хорошо или плохо? По большому счету, да, ну, мне это как бы вроде как и не надо. А с другой стороны, умения лишними не бывают. Они всегда придают дополнительной уверенности в самом себе. Дополнительные знания и так далее. Вот. Такую вещь, как брезгливость, у меня там отшибли один раз и навсегда, собственно. Но зато с тех пор в том числе, значит, ценю чужой труд. Например. Да. С этой точки зрения абсолютно полезно. Очень жаль, что молодежь на сегодняшний день не, как сказать, лишена вот этих вот всех вещей. У меня друга убили в армии. Значит, поймите такую вещь. Вот на гражданке-то тоже люди гибнут. Не в том месте дорожку перешел и ага. Вышел за хлебушком и привет. Понимаете? Вот. Вот на тему, значит, там, сколько, вот там Афганистан, там, значит, там война, там, блин, столько вот парней погибло. Берем статистику, да, сколько людей там побывало и сколько там погибших. А потом берем статистику на гражданке. Так вот, на гражданке, оказывается, по статистике, молодежи гибло больше, чем в Афганистане. В армии точно так же. Абсолютно. Тут вон, давеча, когда это, год назад, 2 года назад уже было. Вот. Молодой человек, уткнувшись мордой в телефон, значит, переходил дорогу. Но он пошел вышел на дорогу, значит, не глядя на то, что там едет машина. Что он выходит непосредственно перед бампером. Ну, да, его переехали, естественно, все. И не ходите через дорогу. Вот. Вот в чем дело. Так что тут моменты-то такие. В
В армии, да, разные взаимоотношения. И по большому счету, либо ты учишься этим взаимоотношениям, да, либо они тебя ломают. Все, собственно. Вот сейчас вот идет случай, там периодически, значит, выковыривают, там, ах, опять кто-то там расстрелял, значит, своих товарищей из автомата, негодяй такой, значит, или они такие негодяи, там, и т.д. и т.п. А потом там себя убил или там не убил себя, значит, всякое бывает, да? Ну, хорошо, значит, там, где я проходил службу, ребята были разных национальностей. Были дагестанцы, ингуши, вот. Там были кабардинцы, вот. Там были адыги. Кавказ, практически весь собран. Со всеми соответствующими нравами. Понимаете, со всеми соответствующими, как сказать, взаимоотношениями, там, гонором и так далее и тому подобное. Ну, да, произошел там такой случай, значит, один пошутил в мой адрес так. Да, неприятно для меня. Я, не оборачиваясь, послал его по соответствующему адресу. Вот. Товарищ был авторитетный у нас, так сказать. Сам по себе здоровый там. И вообще. Да, и вообще. А я его так вот публично, понимаете ли. Ну, потом он ко мне подошел, сказал, что он меня, понимаете ли, в задницу там. На что я ему ответил, да не вопрос. Все в караул ходим. Пристрелю, если что. После этого-то. Мне, собственно, по барабану уже будет. Дело, правда, кончилось тем, что однажды, когда я возвращался с города, значит, застал его как раз в разгаре конфликта, когда он там отбивался от местных. Ну, он там ходил за девушкой, ухаживал, значит, за местной. Местным, естественно, не понравилось это. Вот. А я вмешался. Наших бьют. Вот. Мы, конечно, отбились, вернулись вместе. Он мне руку пожал, я ему руку пожал, на этом разошлись. Понимаете? Хотя я мог, да, после вот этого всего, что, начать дрожать, там, стучать зубами, да, и так далее. При том, что я попал в условиях, значит, я был самый молодой. Я был самый молодой. На любой мяв в мой адрес неуважительный, я отвечал мгновенно, значит, сразу шел разбираться, махать кулаками. По принципу, ну, убить не убьют, наверное, морда заживет. После нескольких таких вещей меня просто перестали задирать. Для начала. Все. Тем более, что, да, драться я умел. Ну, и... Понимаете, та же самая ситуация, которая могла... Чего? Перерасти, типа, во что? В издевательство? Ну, может быть. Но так-то было достаточно сложно со мной это сделать. Даже толпой. Даже толпой. Хоть кому-нибудь, но кадык я бы, блин, либо сломал, либо вырвал. Либо глаза бы выдавил. Либо пасть бы порвал. Яйца бы отшиб. Понимаете? Не сразу, так чуть позже. Ёкарный бабай. Когда вот это вот тихушничество, что-то там себе держат, там вот что-то шугаются, боятся, это характер такой. Потом, да, это выплывает наружу. Вот. Но в этом не столько армия виновата, сколько конкретно сам характер и воспитание предыдущее. Всего-навсего. Вот в чем дело-то. Так. Сколько можно принимать горького перца в день? Сколько хочется, столько ешьте. Так, да, перца много не бывает. Китайцы, блин, плачут от того, что им приходится столько много перца есть. Но у них гуйдин, блин, никуда не денешься. Вот. Да, умею все, кроме мотания портянок. Ну, портянки это научиться-то несложно.
Так, можно ли вылечить простуду луком? Теоретически да, но только луком не получится. Так, перец, лук, чеснок, имбирь, простуды нет, да. Так, почему воспаляются сосочки на языке, как это лечить? Спасибо. Не знаю, скорее всего, это кишечник или печень. Надо смотреть подробнее. Вот. Так, недостаточно информации. Вот. Как относитесь к огнестрелу, короткостволу дома? Положительно. Положительно. Я, скажем так, я за ношение. За ношение. Вот. На сегодняшний день, ребятки, если что, на сегодняшний день разрешено, например, да, после определенной несложной, в общем-то, процедуры, иметь при себе перцовый баллончик, раз, который дает струю на расстоянии, значит, там до 40 сантиметров, вот, и вселяет в противника философское восприятие, значит, происходящего. Вот. Раз. На сегодняшний день продается, значит, газовые вот, пистолеты. Два, да. Продается куча, значит, других вещей, которые точно так же стреляют, как это, масляно-газовой смесью, к примеру, там, типа удар, там, кобра и так далее. Есть, соответственно, гражданское оружие, то есть травматическое оружие. Вот. И, ну, пожалуйста, 30 тысяч есть, пошел в магазин, купил. И что, где дуэли на этом всем? Где дуэли на этом всем? Нету. Массово есть? Массово. Периодически СМИ сообщают. Где-то кто-то что-то как-то. Вот. И, собственно, все. Собственно, все. Точно так же будет с гражданским или боевым, значит, оружием, которое, если разрешить, значит, к ношению. Тем более, что на самом деле это оружие стоит не так дорого, цены задраны искусственно. Вот. В свое время, когда, значит, в 90-е годы, как сейчас помню, вот это вот разрешение, значит, на газовое оружие, оно достаточно хорошо так снизило накал. По одной простой причине. Не потому что газовое, на самом деле это такая фигня, блин. Потому что эти газовые начали переделывать в боевые. Вот. Мы мешками изымали вот, переделанные, значит, там был такой револьвер, производился на механическом заводе. Стартовый револьвер, да, стартовый РС. И револьвер газовый, тоже стартовый, переделанный. Их переделывали под мелкашку, например. Понимаете? Что в результате было? Преступность снизилась достаточно хорошо. Потому что при попытке, значит, достать чего-то, в ответ тебе могли достать боевой. И со всеми вытекающими отсюда. Вот. Было такое, когда, значит, я таксовал, там со мной друг сел, значит, он сел позади меня, я, значит, за рулем, сел какой-то придурок, вот, едем, придурок, значит, достает ножичек, командует мне, значит, типа, давай деньги, документы, ключи оставляй, сам вон из машины, значит, и Саньку, который сидел позади, то же самое. Вот. Саня достает, значит, пистолет, ну как, газовый, формально газовый, пистолет Макарова. Вот. При этом всем самый настоящий боевой пистолет Макарова. Первые партии они шли, там просто была ввернут рассекатель. Вот, рассекатель выкручивался обратно нафиг из ствола, и можно было стрелять нормальными боевыми патронами. Вот. Потому что затвор стальной, ствол с нарезами, все как положено.
Вот. Ну и Саня, значит, достает вот это вот хозяйство, представляет в голове этого придурка и говорит: так, ножичек складываешь, денежки оставляешь, сам шел вон отсюда. Ну, все, тот все оставил и вышел. Я даже не останавливался. Понимаете, собственно, все. На сегодняшний день, если разрешить вот это вот все, не будет того, о чем там орут противники огнестрела. Никто не будет друг друга отстреливать головы. Ну, максимум это произойдет там первые буквально, хотя и этого не будет. Не будет. А вот спокойнее будет. И люди на это самое спокойнее будут. Вот. Понимаете, когда один придурок там открывает багажник, достает биту, а второй в ответ достает ствол, то первый даже биту доставать не будет. Просто понимая, что в ответ могут достать ствол. И чё? Разборки на дорогах, стрельба из боевого. Ну, очень хорошо. Ты первый достал, выстрелил, не попал, а тот достал позже, выстрелил, попал. И риск быть пристреленным, он достаточно большой. И страх будет достаточно большой. Вот, поймите простую вещь. Так, дальше. Так, лечится ли плоскостопие у взрослых? В чем его причина? Только с помощью гимнастики и массажа. Да, только с помощью гимнастики и массажа. В чем причина, не скажу. Это, скорее всего, генетическое. Да. Где-то там были водоплавающие предки. Не те, которые лазили по деревьям, а те, которые были водоплавающие. Вот. Так, можно ли употреблять свинину, мясо, сало каждый день? Влияет ли это на здоровье? Да можно, конечно. Почему нельзя-то? Если мясо не есть, а что есть-то тогда? Так. Василий, выручать. Друг заехал на больницу с жестким панкреатитом, все стоит колом в животе, капельницы 5 дней ставят, положительной динамики почти нет. И что я сделаю? Мне что надо сделать-то? Так, я же не скорая помощь. Вот. Панкреатит, да, перцем лечится, в принципе, голодом лечится, вот, и так далее. Ага. Как-то так. Все можно, только аккуратно. На сегодняшний день не дадут нам носить короткоствол, вот, держать его дома. Хотя, опять же, непонятно почему. То, что там говорят, скрытого ношения, блин, ребят, какое к чертовой матери скрытое ношение? Это на моей фигуре еще можно спрятать что-то небольшое. Вот. Типа ПСМа, например. Пистолет Макарова даже на моей фигуре скрытно носить сложно, блин. А уж если там размерчик и того меньше, вот. Если у меня размер 60, сложно будет скрыть, то, извините, на 54-м и меньше там вообще ведь не скрыть все это хозяйство. Вот. Если на то пошло. Раз. Второе. Это на самом деле только кажется, что очень эффективно вот это вот все хозяйство. Но у нас, например, были тренировки. Мы сдавали зачеты и так далее. То есть достать пистолет из кобуры закрытой, вот, снять с предохранителя, дослать патрон в патронник, прицелиться и выстрелить. Вот, должно быть хотя бы поражение мишени. Все это дело за определенный промежуток времени, минимальный.
Так это тренировки, ребят. В тире. Блин, ёкарный бабай. А просто так, вот это вот, то у тебя сегодня, значит, под мышкой висит, и куртка еще, ага, застегнута, блин, да, ну, давай быстренько подоставай. Вот. То у тебя там кобура на поясе висит, блин, да, где вы кобура висеть там еще должна. Да. Так. Насчет дурман травы, да вот все пытаюсь до нее добраться, все никак не получается добраться до этой дурман травы. Там семена нужны дурман травы. Вот, да. Расскажите о самой экстремальной ситуации в вашей жизни, когда было страшнее всего. Что характерно, мне страшно не было. Никогда. Когда была экстремальная ситуация, я никогда не испытывал страха. Вот. Ситуаций было достаточно много интересных. Ну, например, я закончил школу, готовился, значит, к поступлению. Бабушка во дворе, значит, подошла, ой, у меня там чайник, у меня там, значит, вот это вот, у меня ж там будет пожар, значит, а я вот дверь захлопнула там, и т.д. и т.п., ой, милок, значит, там помоги, и там, да, живет на 5-м этаже нашей же пятиэтажки, я, значит, с дуру пошел помогать бабушке, ну, ёп, научили же так, да, бабушкам надо помогать, вот, с балкона ее соседки я полез в окно. На мне был ремень портупейный, широкий такой, со здоровой пряжкой. И я зацепился, значит, пряжкой за отлив. Вот я вот так вот висю, на руках, значит, я держусь за нижнюю часть рамы пальцами. Вот, локти у меня на отливе, значит, и пряжкой я за этот самый отлив цепляюсь при попытке залезть в это самое окно. 5-й этаж. Висю. Было очень интересно. Изгалился, залез таки. Вот, сижу на подоконнике, хорошо окно вообще было открыто. Отдыхиваюсь. Смотрю, на стене плакатики висят какие-то, каких-то рок-звезд. Велосипед спортивный на стене висит. Вот. Ни хрена себе, блин, не понял. Это что у нас, бабуля такая крутая спортсменка, что ли, или что это? Вот. Прохожу по квартире, никакой чайник нигде не стоит, не кипит. Дверь открываю, там бабка уже ломится в двери, блин, давай быстрее открывай. Вот, как бы там что не воровал, да? Открываю дверь. Вот, все, спасибо, давай, до свидания. Я говорю, бабка, мне чайника-то нету никакого. Да-да-да, чайника нету, блин. Сейчас вот внук придет, надо его кормить, у меня еще что-то, типа, ничего не готово, не разогрето, блин. Все, после этого случая бабкам я не помогаю. Внучок должен, блядь, у нее прийти, да? Ну вот он бы и лез, собственно, в окно. Она, значит, чужого внучка вот так попросила. Ну, такая вот ситуация была, да. Было, когда, значит, сам с дуру сунулся к своему товарищу. Он был разводящим в карауле, а я, значит, сунулся туда, в караулку. Вот. А он, как положено, выставил дневального, это самое, часового охранять саму караулку. Вот. В результате, значит, парнишка меня чуть не пристрелил. Да. Было очень интересно. Да. Патрон в патроннике. Товарищ в меня целится. Вот. Было весело. Да, собственно. Ничего. Он живой остался и почти что целый. Да. Было, когда, значит, таксовал. Интересный момент. Значит, сел чувачок, достал пистолет. Типа вот здесь вот паркуйся, значит, там выходи и т.д. и т.п. В ответ на что, собственно, я просто-напросто вдавил педальку в пол. Начал интенсивно разгоняться. Вот. Еще и пристегнулся на ходу. Тогда как бы это пристегиваться было не модно. Ты, говорит, что делаешь? Я же тебя пристрелю. Я говорю, придурок, на спидометр посмотри, там 120 уже. Я говорю, я, может быть, еще выживу. А ты, говорю, точно нет. Давай стреляй.
В результате он, значит, у меня сначала ствол выкинул в окно по команде, потом сам выпрыгнул. Потому что я ехал в сторону поста ГАИ. Вот. Такая вот ситуация была. Да много интересного было, собственно. Да. Но, не знаю, страшно не было. Никогда. Даже потом. Даже потом страшно не было. Так. В Израиле носят оружие. Ну, какова роль яблочного уксуса для эффективного лечения рефлюкс-эзофагита? Дело в том, что изжога, рефлюкс идет всегда из-за того, что неправильный состав желудочного сока. И зачастую как раз-таки недостаточная концентрация этого самого желудочного сока. Пища не переваривается, а организм продолжает вбрасывать, и уровень желудочного сока в желудке поднимается, пока не достигает датчика соответствующего. Вот. Яблочный уксус как раз-таки помогает, как сказать, достичь определенного уровня кислотности в желудке, после чего желудок решает, что все переварилось, и сбрасывает все это дело в кишечник. Все. Вот. Да, здравствуйте, Маша. Да. Почему человек думает, что хочет рыбы? Например, селедки кушает, селедку не наедается раз-два, потом выяснилось, что хотелось льняного масла. Кстати говоря, может как раз таки и хотелось сначала селедки, а вот потом льняного масла-то. Да. Какая эффективная доза приема витамина D в пожилом возрасте? Так, еще раз на тему витамина D. Это новое, поветрие в медицине у нас нынешней. Я так подозреваю, что это связано с, опять же, сокращением населения. Вот. Потому что такой явной потребности в витамине D, о которой сейчас рассказывают, у людей по большому счету нет. Раз. Второе. Витамин D в больших дозах. А дозы сейчас просто увеличили. Просто взяли и увеличили, как сказать, референсное значение, которое должно быть. То есть нижнюю границу, верхнюю границу просто взяли вот так вот, сместили вверх. И все. И сказали, у вас должно быть так. Ой, это у вас занижено, вам надо же, значит, пить, жрать и так далее. Так вот, повышенное количество витамина D приводит к повышенному усвоению кальция. Повышенное усвоение кальция приводит к сниженному усвоению железа. Сниженное усвоение железа приводит к анемии, которая явно не ощущается. Только человек чувствует потихоньку усталость, там у него нарастает, значит, там где-то, может, воздуха чуть-чуть не хватает. Вот. Даже гемоглобин вот так вот не падает. И именно анемия, железодефицитная. А железодефицитная анемия всегда приводит к онкологии. Понятно, да? Еще что-то объяснять надо? Так, как избавиться от седины? От седины закрасить, от облысения никак. Надо смириться. Так, расскажите самый криминальный случай из практики. Ребятки, учитывая, что я работал следователем, вот,
Там каждый случай был достаточно веселый, по большому счету. Каждый случай был веселый и знаете, с неожиданным таким продолжением. Был, например, такой вот случай. Был такой случай. В секретном цеху пропали несколько приборов. Приборы с содержанием драгоценных металлов. Сами приборы по себе старые, древние. Ну да, они числились еще секретными, но это был уже секрет, как я понимаю, Полишинеля, собственно. Вот, это было нафиг никому не интересно, там никакой разведки и так далее и тому подобное. Вот. Но приборы были содержащие драгметаллы, золото в частности. Вот. Работали там на практике как раз таки студенты техникума. Доступ к приборам имели две девчонки, которым, собственно, дали задачу, вот, как самым молодым, отнести эти приборы на поверку. Вот. Приборы-то они понесли, но приборы они почему-то не донесли. Они, значит, их якобы принесли, сказали, мы принесли приборы, чем-то стукнули и ушли. Соответственно, приборов на поверке не оказалось. Вот. И, соответственно, возник вопрос, ну и куда все это хозяйство делось? То, что все это дело еще не было вынесено с завода, было как бы понятно, потому что приборы достаточно крупные. То есть требуется время, требуется место, где эти приборы можно разобрать. Собственно. Явно, значит, что там их подбили пацаны, но пацаны работали в другом цеху. Вот. Явно эти приборы через забор никто кидать не будет, слишком здоровый, да и завод прямо в центре города здесь. Вот. Не получится, не прокатит. Надо, соответственно, приборчики разобрать, достать оттуда эти платы, вот, и попытаться, соответственно, протащить. Но завод такой неплохо оснащенный. Там даже сейчас, если подойти близко к забору, мобильник перестает работать. Понятно, да? Вот. А уж в те времена, во времена первых мобилок, там вообще ничего рядом не работало. Когда все это происходило, еще и мобильников-то не было. Вот. Естественно, подозрение было на вот этих двух девчонок. Я их вызвал к себе, было лето. Пришли такие красивые, вот, стройные, в коротеньких платьицах. Да. Стринги тогда только-только в моду входили. Только-только. Да. Пришлось девочкам объяснить. Естественно, они ни в чем не признавались, да, естественно, они ничего не брали там, они честно отнесли, глаза у них честные, круглые. Значит, там все было, понимаете, вот как это, криминальный талант, потом, значит, Шерон Стоун там в этом фильме знаменитая, значит, поза, и там вот эти вот крокодильи слезы, все в одном флаконе, там было вот все. Вот. Пришлось им просто-напросто рассказать об условиях содержания дам в женской зоне. Почему таких юных, свежих, как они, там очень любят. И как их, соответственно, будут там использовать. И, собственно, на чем заканчивается вся вот эта вот тюремная романтика. Вот. Что пацаны-то, да, они, может быть, куда-то вот это вот золотишки несчастные, блин, там миллиграммы-то выковырнут, да, куда-то что-то толкнут, а эти заедут на тюрячку банально и, соответственно, будут расплачиваться. А потом, собственно, карьере-то кирдыкс полный. Вот. Если они сейчас такие лохушки, блин, что на это попались, то там их вообще разведут по полной программе. Всю жизнь, до конца жизни будут кому-то должны и будут отрабатывать. Объяснил популярно в красках. Вот. Дал время. На следующий день, ближе к обеду, приборы
нашлись. Как-то так вот сами собой. Да. Например. Вот такая вот история, собственно. Так. Так. Как вылечить ячмень? Ну, либо плюнуть в глаз самому себе, либо, значит, когда начинается фигу показать, либо, соответственно, идет примочка из крепкого черного чая. Так. На работе перегружается голос. Как можно решить эту проблему биологически? Ну, во-первых, тренировкой. Раз. Второе. Есть, как это, все-таки специальные препараты для поддержки голосовых связок. Они, конечно, дико невкусные, но они есть, как минимум. Лучше всего обратиться туда, где есть, скажем так, профильные специалисты и соответствующие, как сказать, нагрузки. То есть филармония, театр оперный, вот, и так далее. Певцы все-таки знают такую вещь, есть специальный доктор по связкам, вот, скорее всего, или препараты вам скажут, то есть сориентируют. Я потому что с этим не сталкивался. Так. Почему начали банить людей из-за всяких мелочей? Посоветовал пораньше, чтобы Дальний Восток не отсекался, улетел в бан. Так, значит, объясняю популярно. Когда пришел к пацанам, к своим, и определенным тоном начал с ними базар, то с этим же тоном не надо приходить ко мне. Я не твой круг общения. Это группа для культурных и умных людей. Было сразу все объяснено и сказано. А вот эти вот терки, там что-то нытье на тему всего остального, блин, это уже лишнее левое, блин. Коль, бань его здесь точно так же, чтобы он не лез со всей этой самой хренотенью, блин, со своим нытьем, блин. Отсекался, не отсекался, блин. Электричество, что ли, выключают, блин? Так, здравия желаю, дам. Так. Чтобы понимали тебя правильно, выражайся сразу правильно. А вот это вот бабское, блин, когда сначала люлей в ответку получил, а потом начинается нытье, ой, меня не так понял. Это в другом месте, блин. Это в другом месте. Так. Есть ли необходимость в постоянном поддерживающем приеме препаратов йода в регионах его дефицита? Какова профилактическая доза? Так, необходимость есть, да. В Советском Союзе этот вопрос решался очень просто. Продавалась йодированная соль. В первую очередь. Все, в общепите везде использовалась йодированная соль. Точно так же в бытовых вещах на кухне использовалась йодированная соль. Это самый простой способ поддерживать необходимый уровень йода в организме. По большому счету этого достаточно. Так. Нашли хронический простатит, никаких симптомов нет. Посоветуйте, как лечить эту беду. Так, у меня на сайте есть, ну, во-первых, значит, видео на тему мужик-мужское здоровье. Во-вторых, лежит рецепт, вот, бесплатно, материальчик, что делать, как сделать, как употреблять и так далее. Вот, туда обратитесь, поглядите, почитайте. Вот. Таким вот образом. В последнее время, скажем так, я все чаще начинаю пользоваться своей возможностью не общаться с какими-то
людьми, которые либо демонстрируют глупость, либо навязчивость, либо какое-то манипулятивное поведение. Вот. В свое время уже наобщался, больше не хочу. Расскажу вот еще один случай про загадочный такой случай. Так я человека и не понял. Товарищ работал. Да. Он, значит, работал в ночную смену у себя в цеху. При этом всем он на своем рабочем месте собрал детали от помпового ружья. Все. Ну и, соответственно, значит, плюс он там к себе водовки натащил. Все это дело употребил. Вот, веселые 90-е. Собрал, значит, помповик, сунул его под пальто и пошел. Охрана, значит, почему-то его пропустила. Выпустил из цеха, почему-то не сработала рамка металлоискателя. Он спокойно вышел и пошел. Вот. Попался навстречу, значит, патрулирующей охране. Они его, значит, почему-то не взяли. Он им показался трезвым, видимо, достаточно. Этот кадр, значит, подошел к забору, отделяющему завод от улицы. И через прутья, значит, забора, сквозь узор, там чугунный такой забор красивый, просунул это ружье, поставил на фундамент забора с наружной стороны и пошел обратно. Естественно, сработала система охраны периметр. Вот. Тревожная группа, соответственно, побежала к тому участку, где все это дело сработало. Никого там не нашла. И, соответственно, на обратном пути в караулку прихватила этого товарища. Вот. Приволокли его, ну хоть кого-то, блин. Почему-то на него, опять же, никто не подумал. Его, значит, притаскивают в караулку, обсуждают этот момент. С улицы, значит, там вторая группа бегала, нашли это ружье. Вот. Приволокли тоже в караулку, сидят, обсуждают этот момент. Вызывать, не вызывать. Нас, ты бишь. Вот. Вроде никого не поймали, и т.д. и т.п. А может, блин, на что-нибудь списать. И потом, соответственно, ружье там отнести обратно в цех нафиг. И на этом все, чтобы замять. Вот. И один из охранников просто, как он говорит, от балды задает этому дураку, блин, пьяному вопрос. Ружье твое? Мэр. Это ты его, что ли, туда высунул? Я высунул. Все, после этого, значит, завертелось. По большому счету, все это хозяйство тянуло на, ну как сказать, абсолютно условный срок. То есть собрал бы положительные характеристики с места работы, с места жительства. Вот, дали бы ему там год условно, максимум. Вот. Потому что в конечном итоге выяснилось, что там не хватало некоторых деталей, ключевых, байка, например. Вот. Да. И опять же, не нарезное оружие, а гладкоствольное. И, собственно, на этом бы все закончилось. Годик бы отходил смирно, спокойно. Его даже с завода бы никто не уволил. Ну, перевели бы просто на другую должность там, и все. И все бы, собственно, успокоилось. Вот. Николай Геннадьевич, почему у нас тут, блин, всякие идиоты в это самое, в комментарии просачиваются? Вот. Бань всех к чертовой матери. Всех этих, блин. Да. Порчу нам, блин. В ответ-то, что ли, не боится сам отловить? Свое же собственное, блин, придурок. Вот. Так вот. Вместо того, чтобы, значит, собрать справки, все какие надо, этот кадр решил доказать
что он невменяемый. Да, он решил затянуть следствие. Я не знаю, что там на самом деле в голове было у него. Но он, значит, ушел в психушку, убедил врачей, что ему там надо полежать, отдохнуть, немного полечиться. И его там полечили. Примерно месяц. Вышел он оттуда уже не таким вменяемым, как он был. Вот, дело возобновили. Снова, значит, все это хозяйство завертелось. Этот товарищ снова ушел в психушку. Пролежал там уже 2 месяца. Соответственно. Вот. Вернулся оттуда еще менее вменяемый, чем был. Вот. После 3-го раза в психушке, что характерно, он уже имел реальную паранойю по полной программе. Дело-то, конечно, в итоге закрыли, вот, потому что экспертиза показала его невменяемость. Но он лишился всего, он лишился работы полностью, он лишился семьи, жена от него ушла в конечном итоге, она просто не смогла с ним жить. Ну, у человека реально все, кукушка уехала, улетела. Вот. Да, он избежал суда, но какой ценой? Что с ним потом стало, я не знаю. Вот. Таким вот образом. Такая вот глупость. Так, лечится ли гемангиома печени? Не знаю, этот вопрос даже еще не изучал. Так. Про криптовалюту. Да ничего я о ней не думаю. У меня ее нету, мне как-то по барабану. Понимаете, есть такая вещь, как валютный рынок, да? Вообще вот этот вот финансовый рынок. И, соответственно, на этом финансовом рынке заправляют кто? Спекулянты. Естественно, придумываются новые инструменты для того, чтобы заработать деньги. Вот. Если у вас есть определенные валюты, которые привязаны все-таки к экономике, и вы зарабатываете на колебаниях курсов, это одно. Если вы хотите, соответственно, заработать сразу и много, вам надо, как это, если ты хочешь выиграть в казино, ты должен стать хозяином этого казино. Да? Вот тогда будешь выигрывать сам. Соответственно, вот ты создал свою валюту, соответственно, ты будешь на ней зарабатывать. Собственно, все. Потом рухнуло все это хозяйство, ну и хрен с ним, деньги-то уже заработаны реально, да. Выжило, ну и ладно, выжило и выжило, вот, будем зарабатывать на этом хозяйстве дальше. Все на все. Если вы хотите, значит, выигрывать на бирже, ну вот, но не труда финансовая, вам надо просто-напросто либо новый инструмент придумать, либо создать свою биржу. Все дела. Вот. Так, понравился ролик про дураков? Пожалуйста. Так. Так, на УЗИ в заключении написано признаки невыраженных диффузных изменений и, признаки, невыраженных диффузных изменений в паренхиме печени. И чего? Вот это точно так же, как понимаете, вы мне, допустим, даете фотографию крупно, вот пятна ржавчины на автомобиле и спрашиваете, что это? Ну, ржавчина. А ездить-то можно? Да фиг его знает. Мне же надо фотографию как минимум всей машины, да, вообще автомобиля смотреть, там силовые конструкции-то повреждены, не повреждены, ну если на то пошло. А так вот это вот хозяйство, выдернуто из контекста, это по большому счету сейчас ни о чем. Я могу вам только сказать, что у вас в организме происходят какие-то деструкционные процессы. Понимаете, если уж до печени дошло, самый живучий орган у нас, самый живучий, и если уж там начались какие-то процессы, то, надо хвататься за голову и начать, в конце концов, заниматься своим здоровьем. Все это хозяйство не может быть банально само по себе. Это на фоне чего-то. У вас есть другие заболевания. Однозначно.
Вот. Вопрос какие? В каком состоянии организм? И так далее. Это нужны уже подробности, это на консультацию, пожалуйста. Вот. Так, что думаете о лимоне, гранате, антираковые свойства? Господи, блин. Сейчас, понимаете, маркетинг, блин, не знают уже, что продать. Уже не знают, что продать. Откуда у лимонов вдруг антираковые свойства? Вот скажите мне, пожалуйста. Вообще, что такое рак, до сих пор официально еще не установили. Но зато антираковых средств, блин, напридумывали кучу. Вот. Да, блин. Тем более гранат точно так же. Запор, да. От корок граната получите качественный. Запросто. Вот. Так, занимаетесь ли вы спортом? На сегодняшний день нет, не занимаюсь. Мне 46 лет. Вот. Мне уже надоело заниматься спортом. В свое время занимался. Сейчас не хочу. Во всяком случае, пока. Потом, может быть, что-нибудь для себя придумаю. Так. Господи, откуда только идет? Кстати, да, заметил такую штуку. Вроде как еще не весна, да? Но ненормальные уже повылазили. Уже вот эти вот в комментариях очень хорошо видны обострения, значит, у людей. Как вот этот Макс всесильный тут. Макс Писюй. Какой он в задницу всесильный, блин? Макс Писюй. Был бы всесильный, как он тут пишет, да? Не писал бы мне в комментариях, не дал бы себя забанить, блин. А то ведь сразу же это самое начинается, блин. Вы тут, я тут порчу, блин. Ну, ради бога. Закон вселенной-то основной о свободе воли нарушить-то не боится, нет? От вселенной-то отхватить, блин, по полной программе не боится, что ли? Блин, странные люди. Да, дикие люди. Так, что думаете о культуризме? Вредно ли для суставов? Жить вообще вредно, от этого умирают. Дело-то в том, понимаете, что, как сказать, есть физкультура, да, это полезно. Есть спорт, там все уже зависит от нагрузок. Профессиональный спорт – это эффективное средство, значит, в молодом возрасте заполучить инвалидность. Вот. Понимаете, пока вы занимаетесь чисто для себя на нормальном, естественном, сбалансированном, полноценном питании, все будет нормально. Как только вы подключите какие-то дополнительные гормональные средства, так у вас начнутся проблемы. Как только вы подключите какие-то дополнительные препараты, там, например, дополнительно содержащие белок, у вас начнутся проблемы и так далее. Самый простой, самый, скажем так, лучший способ натренировать, накачать свое тело, это гимнастика. Только гимнастика не в плане там гнуться, да, а гимнастика это предтечей культуризма, предтечей именно культуризма и бодибилдинга была именно гимнастика. А гимнастика в первую очередь предполагает работу с собственным весом. То есть это у нас турник, это у нас брусья, это у нас пол, шведская стенка, значит, но в основном турник и брусья. Все. Потом туда добавили утяжеления, и тогда из этого хозяйства все это дело развилось в культуризм. Вот. Все. Но самые гармоничные пропорции получаются именно на гимнастике. Да. И самые безвредные, кстати говоря. Так. Для суставов, поэтому не вредно. Там дело ведь в том, что
как сказать, если у вас нет каких-то именно инфекционных заболеваний, которые в состоянии привести к болезням суставов, от нагрузок таких вы проблемы с суставами не получите. Потому что хрящевая ткань под действием нагрузок уплотняется. Просто-напросто. Те же самые кости под действием нагрузок физических, да, там тяжестей, они уплотняются, поэтому становятся крепче. Если вот вас отправить в космос, в невесомость, то там, да, у вас начнет рассасываться и хрящевая, и костная ткань. За ненадобностью. И в конечном итоге, значит, вы превратитесь в осьминога без костей. Вот. Вот в чем дело. Здесь есть механизмы, которые регулируют вот это вот все. Банально. Так. Нужно есть говядину, свинину, полезна ли баранина? Да ради бога. Понимаете, некоторым, например, нельзя есть свинину по каким-то религиозным соображениям. Ради бога. Да. Для этого есть, соответственно, баранина молодая. Единственное, что свинина, она обладает, как сказать, это генетически ближе всего к человеку, поэтому самое легко усваиваемое мясо, например. Точно так же самое легко усваиваемое сало, например. Вот. Баранину старую, есть достаточно сложно, там жир во рту застывает, да, поэтому барашек нужен молодой, вот. Да. Но это мясо и мясо. Но с точки зрения, значит, гемоглобина, железа, лучше всего говядина. Так, что кушать при запоре, что нельзя категорически? Воду надо пить при запоре. Категорически. Причем много. Вот. Вяжущие вещи, соответственно, не надо. То есть хурма незрелая, которая вяжет, она в состоянии вызвать запор. Вот. А так, в первую очередь, вода, вода, вода. Когда будет в рационе много воды, у вас не то что запора не будет, у вас стул всегда будет, как сказать, в общем, той консистенции, которую нельзя кинуть. Да. Когда воды мало, получается как раз таки то самое, когда, можно и унитаз разбить, собственно, если напрячься. Вот. Там же прямая кишка у нас характерна тем, что она фактически, как сказать, функции повторяет тонкий кишечник. В тонком кишечнике происходит всасывание. Да? Там очень много именно артериальных сосудов обвивает. Толстый кишечник, это у нас много венозных сосудов, происходит сброс туда. А вот в прямой кишке опять много артериальных сосудов. Для чего? Вот там как раз таки каловые массы перед сфинктером попадают, и в случае нехватки воды организм извлекает вот эту самую воду из вот этих самых каловых масс. Ёкерный бабай. И поэтому в этом месте стул становится, если воды не хватает, вот таким. Понятно, да? Так. Хорошо выглядите в 46. Спасибо. Так. Да. Глюкированный гемоглобин 6,6. Что делать? Является ли он диабетом? Сахар-то какой в крови? Сахар какой? Натощак. После еды. Через час после еды. Через 2 часа после еды. Сахар какой? И самое основное, натощак. Гликированный гемоглобин ни о чем по большому счету. Так, инсулинорезистентность. Каковы эффективные возможности устранения? Еще раз, подробнее на консультации. Надо смотреть, что с организмом происходит. А выдергивать... Я не рассматриваю организм как суповой набор. Вот это вот потроха отдельно, желудок отдельно, печень отдельно, легкие отдельно, Нет.
Надо смотреть все в целом. Что, как, чего, зачем, почему, куда и так далее и тому подобное. Вот. И, соответственно, устранять надо сразу все. По отдельности, ну не получится, ребят, не получится. Так. Какими средствами лечить артроз коленных суставов? Димексид с лавандой в первую очередь, да. Все остальное, опять же, надо смотреть подробнее, что с организмом происходит. Там уже будет понятно, что делать с ним. Так, если йод через и краткую пишется, ядрить мадрить. Да, в морской капусте. Значит, смотрите, в морской капусте йод содержится, да. Пока эта капуста растет на морском дне. Но эту капусту с этого самого дна извлекают и пускают в переработку. Если ее сушат, то йода в ней не остается вообще. Если, значит, эту капусту запихивают в банку, подвергают термообработке, йод там остается. Но столько морской капусты вы не съедите. Если вы будете есть ее килограммами, с точки зрения, значит, запитаться йодом, то вы получите превышение ПДК по ртути. Потому что морская капуста ртуть содержит тоже. Ребят, не надо, заморачиваться вот этими вот вещами. Еще раз, есть йодированная соль, в конце концов. Есть у нас различные препараты йод содержащие. Йодонормин, йодомарин. Вот. 25-50 микрограмм с утра. Вот так вот достаточно. Выше крыши. А если вы живете на берегу Черного моря, то вам и этого не надо. Так. Какими препаратами можно ускорить обмен веществ? Любыми практически специями, там до 25% ускоряется обмен веществ. Но столько перца вы не съедите, это однозначно. Так. Препараты, содержащие дополнительный белок, это какие, в чем их вред? Ай, ёкарный бабай, Не буду я вам сейчас читать вот эту вот лекцию на эту тему. Препараты, тем более, значит, рекламировать. Поймите простую вещь. Вот у вас мясо, да? Это у вас белок. Но в этом мясе содержатся и жиры, и витамины, и микроэлементы. Все сразу и в одном флаконе. Если вам предлагается какой-то препарат, созданный на основе, допустим, яичного белка, то ни жиров, ни нужных микроэлементов, ни нужных витаминов, ни хрена нет. У вас получается, желудок работает для того, чтобы расщепить белок, но при этом всем он ничем из того, что было вот тут вот в мясе, не поддерживается. Понимаете? Расщепление мяса – это энергозатратный процесс. Изначально энергозатратный процесс. И, соответственно, вот, например, жирная свинина, она компенсирует этот самый процесс тем, что содержит жиры в себе. Понятно, да? Вот. Недавно мотался как раз в другой город, Вот. По хреновой погоде взял с собой так, шоколадки, значит, чтобы не останавливаться, ничего не есть, чтобы за световой день успеть туда, да. И, соответственно, на следующий день бодренько, значит, вернуться обратно. Вот. В результате, да, гемодоген нормально заходит, хорошо работает там, потому что все содержит. Шоколадки более-менее, углеводы есть и так далее. Взял с дуру, значит, с полки там батончики, потом только посмотрел на упаковку. Вот, как раз вот эти вот белок содержать, как раз таки для спортсменов, там белок, там и т.д. и т.п. И че?
После них как хотелось есть, так и хотелось. Вот. Энергозапитка была. Че я там накачал себе, пока, блин, руль крутил, хрен его знает. Так. Понимаете, вот эти вот вещи, вот выдернутые из контекста, это, блин, это всегда нехорошо. Всегда нехорошо. Питание должно быть естественным, максимально естественным. Да, физкультура лечит, спорт калечит, это точно. Как провести диагностику аппендикса, к какому специалисту идти, грешу на него, тянущая боль, иногда под пупком, ближайшие органы на УЗИ проверял. Да тот же самый УЗИст, например, раз. Вот. Те же самые УЗИ, да. Как всегда, сначала к терапевту, терапевт, соответственно, определяет к другому, скорее всего, к хирургу. Вот. Там уже надо смотреть. Так, видно, что вы разносторонне развитый человек. Расскажите, пожалуйста, о ваших увлечениях, хоть в общих чертах, что интересует, что волнует. Да, в принципе, наверное, как у всех. Все то же самое. В увлечениях. Нет у меня никаких особых увлечений. Читать люблю. Вот это да. Оттуда, соответственно, вот это вот разносторонняя развитость. Вот. Поначалу оно же никогда так вот не дает сразу, да? Это же должна накопиться определенная критическая масса знаний, когда они начинают увязываться вот так вот, вот это вот хозяйство все друг с другом-то из разных концов. Так, спокойно. Вот. Вот это вот в первую очередь, да. Опять же, вся жизнь прошла таким образом, что родители были военные, служили в Грузии, соответственно, их родители жили здесь, вот, постоянно мотался оттуда сюда, вот, то в Грузии, то здесь, поэтому путешествовать люблю, да, и так далее. Так, насчет воды подтверждаю на собственном опыте, пришел, выложил, ушел всегда быстро, да. Про хурму не знал. Ну, все, что вяжущее, оно все вот такое там, включая кору дуба, например. Вот. Так, если стул стал нерегулярный, скорее всего, гельминтоз. Скорее всего, гельминтоз. Так, скажите, пожалуйста, можно ли восстановить слух, убрать звон в ушах? Опять же, надо смотреть возраст. Раз, почему слух пропал. Два, что за звон, что там и так далее. Три, вот. Звон, писк, шум. Подробнее надо. Это на консультации все. Вот. На консультации. Кстати говоря, Ферран-то доехал до вас? Или нет? Там вроде как через Украину его отправляли. Напишите мне здесь вот сейчас. Так. Холестерин 6,8 это много. Еще раз, значение холестерина, вот эти вот показания холестерина, значения на сегодняшний день не имеют. Уже доказано. Поэтому даже не переживайте и не заморачивайтесь. Так, спасибо большое за ваши стримы. Пожалуйста. Вот так. Такие люди, как вы, сейчас на вес золота. Ну, блин, как у малыша-то там в сказке про Карлсона. Можно мне немножко наличными-то получить, да? Если я, говорит, стою 100 тысяч миллионов, можно мне чуть-чуть наличными получить? Я бы собаку купил. Так, что такое бородавки, чем отличаются от папилломы? Ну, ёкарный бабай, вот тут уж точно Google в помощь, это же просто. Так, как вывести грибок
Маклей. На сайте у меня есть по Маклее. Вот достаточно просто это все делается. Так. Там же на сайте вот это все хозяйство есть. Там сказано. Сайт zoritrав.ru. Так. Где? Так, сахар натощак 6,4. Но это многовато. Капиллярные пальцы 6,1. Но это все равно многовато. Должно быть где-то вот 4,6, 5,5, где-то в этих пределах. А это, ну, сахар великоват. Скорее всего, у вас присутствуют крупные гельминты в 12-перстной кишке. Вот. Рецепт от этого хозяйства есть. Вот. Да. Либо на консультацию приходите, ну, либо я его как-то оформлю, выложу на сайте. Вот. Так. Пока тестируется, но то, что при не сильно высоком сахаре точно работает, при высоком сахаре работает тоже, надо посмотреть отчеты, поглядеть у людей. Так. Медики-онкологи как лечат, если неизвестно, что такое рак? Ну, так и лечат, собственно. У нас тут недавно в новостях передавали, какой-то знаменитый онколог, значит, все-таки помер от этого самого рака. При этом всем он вел блог, рассказывал о том, как он с этим раком борется. Ну, так, собственно, и боролся. Ёкарный бабай. Да. Так я же говорю, у медиков вообще так. Кто от чего лечит, тот от того и умирает, собственно. Ну, если в это самое, профессор нефрологии умирает на гемодиализе, ну. Онколог, блин, умирает от рака, ну. Эндокринологов смотришь, блин, они все маловменяемые, блин. Вот их чуть качнешь, они истерить начинают. Там йода не хватает однозначно. Вот. И так далее. Так, спец по УЗИ сказал, что кишечник, аппендикс УЗИ не просвечивает, типа газовая среда там. Чё там, блин, какая газовая среда? Ну с ума что ли сошел? Блин, да. Ёфа масло, блин, газовая среда, блин. Ой, блин, да-да. Эфиром лаванды или этой самой ландышкой, понимаете ли, вы в туалет ходите, блин. Надо было продемонстрировать этому УЗИсту там, эту самую газовую среду-то. Ёкерный бабай, блин. Твою ж мать, это ж надо. Да. Так, что можете сказать про пантогематоген из крови морала, струю бобра? Да, блин, бедные бобры. Бедные моралы. Это все, что я могу сказать. Что не так с организмом-то? Поймите еще раз. Дело в том, что либо у вас будет полноценное питание, и в таком случае у вас не будет недостатка ни в микроэлементах, да. Пантокрин, он характерен чем? Тем, что это фактически, ну, делается из рогов рога, это фактически концентрат солей, микроэлементов. Понимаете? Всего-навсего. Но это же все хозяйство компенсируется витаминными, минеральными комплексами. Но, блин, нафига у морала рога отбирать? Если там другая проблема, значит, как еще пантокрин назначали от там для потенции, скажем так. Ну, так эти вопросы, опять же, тоже решаются сначала тем, что надо пролечить простату, если там есть инфекция. Вот. Потом запитать тем, чем надо, что ей там не хватает. Там в первую очередь цинка не хватает. Вот. И после этого все будет работать. Все. Ну, это же просто все. Так. В теме, так, видео по теме зрения вы упомянули, что дальнозоркость возникает от обезвоживания. Можете поподробнее? А что там подробнее-то? Потихоньку человек начинает усыхать, собственно. Вот. У него начинает, как сказать, меняться размер глазного
яблоко и, соответственно, вот это фокусное расстояние. Все. Что там, что там? Так, посоветуйте, каких авторов почитать. Блин, ну, видос у меня уже был на эту тему, я там прям вот перечислял все это хозяйство. Но фактически берете классика литературы. Вот. Классика литературы. Что у нас там? Джек Лондон, Марк Твен, с этой стороны, например. Тот же самый Жюль Верн. Там очень много географических различных моментов, инженерных различных моментов. Тот же самый таинственный остров, блин, это вот такое вот пособие по выживанию. Фактически, понимаете? Вот. Если Даниэль Дефо написал, значит, про выживальщика, у которого был магазин под боком в виде, значит, корабля со всеми необходимыми припасами, то таинственный остров это фактически как сделать все из ничего. Вот. Ну да, там тоже были плюшки там некоторые от Капитана Немо, но тем не менее, вот. Майн Рид, то у нас там Фенемор Купер, это у нас уже взаимоотношения пошли, в первую очередь. Дюма тот же самый, это у нас опять же взаимоотношения пошли. Вот. Различные интересные моменты, те же самые по биологические, да, это тот же самый Гюго, блин, человек, который смеется. Вот. Что там делали компрочекосы, блин, чтобы получать уродцев. Это уже сразу пособие конкретно. Понимаете? Вот. Что там еще? А там одно за другое тянется. Тот же самый Филипп Фармер, например. Миры Филиппа Фармера. Очень интересный цикл. Вот. И так далее. Практически вся научная фантастика, например. Вот. Там очень много именно таких. Тот же самый Беляев, к примеру. Ёкарный Бабай, он писал 100 лет назад. 100 лет назад, больше 100 лет назад, человек писал свои произведения. Читаешь сейчас, блин, как будто писал современник. Вся вот эта вот сотовая связь, все эти интернеты, все эти коммуникаторы и так далее. И то до сих пор, значит, не все воплотили из того, что описал Беляев. Вот. Уэллс тот же самый. Еще раз говорю, вся научная фантастика, это у нас в первую очередь инженерия раз, куча данных, почему не попадя. Куча данных, почему не попадя. Вот, например. Блин. Сейчас даже не это самое, не возьмусь. Блин, автора не помню. Там серия произведений, несколько книг посвящено. Космическая торговая лига, блин, по-моему, называется. Что-то в этом роде. Главный герой там Ник Ван Рейн идет. Ник Ван Рейн. Понимаете, там сразу куча сведений по астрономии, например, по геологии, например. Вот. То есть, окромя взаимоотношений, окромя каких-то инженерных веществ, там сразу мгновенно куча вещей вот по этому хозяйству идет. Вот. И так далее. Так, в Штатах водители не белковые батончики едят, а аминокислоты закидывают. Ради бога, я предпочитаю, значит, так, сейчас, где оно у меня? Вот кондовит у меня, раз. Значит, плюс гематоген, 2. Плюс, соответственно, вода чистая, кипяченая, в пол-литровых бутылках, вот, чтобы было удобно пить на ходу. По большому счету все. Витамины, как раз таки вот этот самый кондовит, изначально был разработан для работников умственного труда. То есть самое то, когда за рулем. За рулем энергия нужна.
А аминокислотные батончики нафиг там нужны? Что там восполнять-то? Так, может быть, вы знаете, возможно ли вылечить послеоперационный СВИЧ после удаления желчного пузыря? Перец, кайенский, да, кайенский перец. На сайте у меня сказано, какой. Непосредственно в рану. Он в ране используется как стройматериал, рассасывается без остатка. Все быстро заживает. Если песочек в почках, пить дистиллированную воду, нет, не поможет. Это не поможет. Это надо уже другое. Так. Так. Сейчас. Спасибо, было интересно, пожалуйста. Вот. В личку вы мне так и не написали, Маша. Все-таки в каком регионе вы живете? Вот. Получится или нет к вам заехать? Ну ладно, я понял. Так, пьете ли вы пиво? Вообще, есть ли в пиве какая-то польза? Нет, пиво я не пью, в принципе. Вот я его никогда не любил, никогда не пил. Сейчас, тем более, значит, это уже не пиво, это что попало. Вот. Пользы там никакой нет. Так, поможет ли тиосульфат натрия вывести фтор из суставов и костей? Кто сказал, что у вас там он есть? Кто сказал, что у вас там есть этот самый фтор? Так, дальше. Какой у вас биологический возраст, по какому счетчику вы себя измеряете? Я не знаю, какой у меня биологический возраст. Вот. Я знаю свой календарный, и мне этого по большому счету достаточно. Еще раз, ребят, на сегодняшний день, да, вот 46 лет мне полных, значит, еще немножко будет 47. Так вот, на сегодняшний день я прожил 5 полноценных жизней. Вот. По большому счету, обывателю, значит, такого количества событий хватает на полноценную жизнь там лет до 70. Вот. Вот я прожил по количеству событий примерно лет 5 жизней. Понимаете? Вот. Мне вот абсолютно неинтересно, какой там биологический возраст, когда меня там ждет смерть, там, от болячек, от чего-то еще и так далее. Я свою программу выполнил полностью, если что. Все. И не одну программу я уже свою выполнил. Вот. Я уже, скажем так, выполняю чего-то сверх этого хозяйства. Собственно, все. Что там, как? Да пофигу, блин. Так. Если у мужчины гемоглобин 172, опасно ли это? Нет. Почему опасно? Нет, не опасно. Так, подскажите, пожалуйста, про сангвиритрин как альтернатива Маклея, не все могут ее достать. Так, сангвиритрин да, получают из Маклеи. Вот. Но, значит, он, что характерно, хотя вроде как это концентрат, выжимка из Маклеи, но почему-то он не столь эффективен, как эта самая Маклея. А использовать, да, пожалуйста, можно. Так. Мне бабы не дают, что делать. Плюнуть. И не просить. Так. Как насчет того, что после работы 150 с устатку, как на это смотрите? Отрицательно я на это смотрю. Отрицательно. Организм и так уставший, а ему сверху, значит, еще и яду, блин. Тыдынц. Я понимаю, значит, какая-то польза должна быть. Вот. 150 это многовато. Я понимаю, там, замороженный, с морозу пришел. Вот. 50. Принял, закусил горячим, жирным. Еще 50 принял.
Еще раз закусил. Потом еще 50, значит, в горячую ванну залез и окончательно оттаял. Это еще куда не шло. Но вот так вот, нет. Употребляете ли вы сахар? Иногда да, тростниковый. Так, как вылечить бородавки? Разные способы есть, начиная, значит, от шерстяной нитки, заканчивая той же самой, так, гемиксид с лавандой, с маклеей. Где купить-то траву маклею? Так на сайте же рассказано, ядрить мадрид. Сайт zoritrav.ru. На сайте, на моем, блин, есть же там вот это вот все. Ну, что же вы? Да, УЗИсты, да, есть такие специалисты. Это точно. Так, разговоры о прекрасном. Ну, можно попробовать. Так, есть заболевание, можно ли стать вашим подопытным до результата для ваших рецептов на бесплатной основе? Не получится. Должен быть стимул у человека. У человека должен быть стимул. Понимаете, в свое время даже я, значит, считал, что Сергей Петрович Куренков назначает слишком большую, высокую плату за свои услуги, за свои рецепты. Потом я понял, что я очень сильно ошибался. Что на самом деле эта плата была даже низкая. Вот. Поэтому я стал сам назначать. Мне попался человек, который тоже поначалу считал, что, блин, ну, знаниями надо делиться и так далее. Но он был вынужден и поэтому был готов платить. Когда он решил свои вопросы, вот, там получилось таким образом, что я попросил его поделиться опытом с другим человеком, у которого такая же болячка. Он начал делиться, да, бесплатно. И понял, что тому-то на самом деле ни хрена вот это вот не интересно. Потому что на халяву. Понимаете? И вот он тогда только понял меня, почему я назначал ему плату. Так что вот. А бесплатно? Не. И вообще тут много таких моментов нехороших. Так. Может ли быть астигматизм связан с заражением паразитами, неправильным питанием в детстве? Скорее паразиты. Стоит ли соглашаться на лазерную операцию? Ну, вы решите вопрос, скажем так, на определенный период времени. Потом, когда пойдут возрастные изменения, когда, например, может начаться развиваться дальнозоркость, вообще никто не возьмется предсказать, как у вас это хозяйство обернется и вылезет. Чем все это дело обернется и вылезет. Я себе операцию делать на глаза не стал. По совершенно различным, в том числе вот таким вот соображениям. Вот. Вот у меня очки, вот эти вот достаточные, значит, для там ходьбы, для работы с компьютером, они избыточны для работы там с телефоном, например. Для телефона у меня есть очки послабее, для вождения у меня, соответственно, очки посильнее. Вот. В этих очках я спокойненько, значит, читаю. Но если мне надо близко, это, соответственно, без очков. А в сильных очках или в линзах мелкий шрифт надо читать либо уже вот так вот, понимаете, на расстоянии. Вот. А мелкий шрифт еще и с лупой. Потому что вот так вот уже приходится. А без линз, пожалуйста, я возьму и прочитаю. Легко, непринужденно. Это говорит о чем? Если бы у меня была сделана операция, и зрение сейчас было бы где-то близко к единице, с одной стороны, да, или бы там развивалась уже дальнозоркость, то мне нужны были бы очки для работы с телефоном. Очки для письма, что называется, для чтения. Понимаете, да? Блин, ну какая половая разница? Что у меня так очки, что у меня эдак очки? Но 60 тысяч было бы минус. Вот. Так.
Так что думайте, думайте. Посоветуйте секретные книги, где проводили эксперименты над людьми. Что-то я не совсем понял. Так, какие ограничения, рекомендации в питании при перегибах? Так, блин, куда опять все умотало? При перегибах желчного пузыря. Надо смотреть телосложение, если излишний там подкожный, внутренной висцеральный так называемый жир, али нет. Вот. А так перегиб это по большому счету нормально, это не страшно. Собственно, в некоторых случаях даже полезно. Есть знакомая, у нее перегиб желчного пузыря, это не мешает оттоку желчи, но там у нее, соответственно, получается как бы две камеры, да? В первой камере у нее камешек. Ну, собственно, зато есть определенная гарантия, что этот камешек никогда не заткнет желчевыводящие пути. Понимаете? Ей это даже очень хорошо. Так, случаи излечения от глаукомы вам встречались? Особо с глаукомой я не связывался, поэтому статистики по ней нет вообще. Так, я бы с вами на брудершафт почитал, книжную дуэль устроил. Вы мне предлагаете книгу для прочтения, я вам, потом обсуждаем. Старый я уже для дуэлей. Вот. Ленив уже, делаю только то, что хочу, только тогда, когда хочу. Вот. Книжку открываю, смотрю, нравится, читаю, не нравится, значит, выкидываю. Современные практически не читаю, потому что, ну, не знаю уже, блин, уже не нравится. Вот. Лечится ли хронический гайморит посредством корректировки питания или питание тут не влияет? Питание влияет. Хронический гайморит у нас имеет две, скажем так, причины. Первая причина основная – гельминтоз. Вторая причина – нехватка воды в организме, в результате чего, скажем так, излишнее сгущение слизи, нет нормального оттока всего этого хозяйства. Вот. Усугубляющим фактором может являться узкие проходы гайморовые. Вот. Ну, тем не менее. В первую очередь глисты, во вторую нехватка воды. Питания тут мало. Так, вечер добрый. Подскажите, пожалуйста, является ли полноценным мясо, тушенка магазинная, 97% мяса с необходимым набором аминокислот? Вот полноценным мясом, да, чтобы вам было понятно, идеальная еда – это парная кровь. Это идеальная еда, содержит все. Парная кровь, желательно артериальная. На втором месте у нас стоит, соответственно, свежая печень. На третьем месте свежая говядина. Вот. Ну или там вообще свежее мясо. Свежак. Соответственно, чем дальше от свежести, чем больше термообработки, чем дольше эта самая термообработка, тем хуже. Verstanden? Так. То есть, как замена в некоторых случаях, да, тушенка идет. В некоторых случаях. Что характерно, там, да, получается так, что иногда быстро восполнить нехватку белка можно тушенкой. Можно. Надо слушать организм. Внимательно. Иногда говяжья, иногда свиная требуется. Но да, пойдет. Но не идет для ежедневного питания. Не подходит, что характерно. Так, по гаймориту у меня материалы на сайте есть. Пожалуйста, читайте.
Так, можно ли избавиться от герпеса навсегда? Это вопрос к моему администратору. Он сейчас пытается это сделать. Насколько у него получается. Пущай делится своими наработками. Вот. Мое мнение, что навсегда избавиться не получится. Вот, как минимум по причине перезаражения, раз. И второе, чем дальше по временной шкале движется человек, тем меньше энергетики у него остается. Вот, как любой вирус, герпес очень чувствителен к энергетике человека. Вот, чем ниже энергетика, тем выше вероятность заражения. Так, что думаете про коронавирус? Уже, рассказывал. Прошлый стрим смотрите и в начале этого. Так. Пограничная вода. Так. Первый раз такое слышу. Ребят, вода – это вода. Она должна быть. Значит, вода кипяченая, вареная, чем отличается, например, от дождевой или, например, от талой, так называемой воды? Только содержанием минералов. Вот, по большому счету. Чем дольше вода остается в жидком состоянии, необработанном состоянии после того, как она испарилась и сконденсировалась, тем больше она превращается в так называемую сырую воду. Да? Вот. Абсолютная сырая вода у нас это та, которая, значит, бьет из артезианских источников. Так? Вода в артезианских источниках в первую очередь это вода, которая у нас получается в результате физико-химических реакций в мантии Земли. Вот. Это абсолютно сырая вода. Вся остальная в том или ином смысле является уже кипяченой. Вот. Вот поэтому артезианская вода зачастую очень хорошо усваивается без всякого кипячения. Вот. Но именно там очень часто возникает такая фигня. Пьешь и не можешь напиться. Брюхо уже большое, но напиться никак не можешь. А еще хочется. Потому что она в желудке лежит и не усваивается. Вот чтобы гарантированно усваивалась, ее надо вскипятить, остудить, пить. Тогда легко. Так. Почему хрустят суставы? Сейчас я вам не перескажу вот это вот хозяйство, но в сети информация есть. Зазорчики там, люфты. Так, не найти Маклею в интернете, только семена, на заритрав нет в наличии. А вы звонили? Там же надо звонить. Зуритрав надо звонить. Наталье Владимировне. Вот. Телефоны там есть. В принципе. А так, да, так обычно, значит, все это дело не лежит, потому что она разбегается очень быстро. Вот, раскупается. Так. Бросил пить, стал следить за питанием. Зарядка с утра, прогулки вечером. Полезли болячки. То там кольнет, то здесь несправедливость какая-то. Да нет, все нормально, все в порядке, все правильно. Есть такой, как это сказать, закон Геринга. Он же парадокс Геринга. Вот. Так вот, если вкратце, кстати, материалы на сайте есть, в группе есть. Можно взять, почитать. Если вкратце, то любая болячка, она либо сразу у нас через острую попадает в хроническую, либо сразу в хроническую уходит. Для того, чтобы вылечиться, всегда надо провести ее из хронической в острую, и потом, соответственно, происходит излечивание. Вот у вас сейчас, соответственно, все это хозяйство и полезло. Все. Да. Это нормально. Так.
Настойки на желчном пузыре будут ли полезны и эффективны, как травы противогельминтные? Как это настойки на желчном пузыре? Что вообще первый раз такое слышу. Так, доброго вечера, доброго. На прошлом стриме был вопрос по полипринолам. Посмотрели? Так, честно говоря, даже еще и не смотрел. Как-то не до того. Обычно, если что-то интенсивно рекламируется, то, знаете, у меня как это, аллергия какая-то. В общем, становится это сразу неинтересным. Потому что, понимаете, как сказать, реклама, она всегда очень затратна. Вот. Всегда. Ну, очень затратна. И если что-то много интенсивно рекламируют, значит, эта вещь имеет, окромя высокой цены, очень-очень низкую себестоимость. А если очень низкая себестоимость, то почему, соответственно, все это хозяйство не вбросили на распространение по рекомендации? Вот в чем дело. Понимаете? Значит, это чисто маркетинговая задумка. Все. Как-то так. Ну и да, во всяком случае, пока мне хватает тех вещей, которые у меня есть, скажем так, в запасе. Вот, каких-то знаний, каких-то препаратов. И в других я не нуждаюсь. В первую очередь, я все испытываю на себе. Если бы что-то из того, что у меня есть, не работало, требовалось бы что-то другое, я искал, тогда да, я бы добрался до этих полипринолов. Вот. Всего-навсего. О висцеральном жире, как от него избавляться? Сам худой, в брюхе жир. Вот это самая основная проблема, блин. Самая основная проблема. Это не только вас беспокоит. Да. Так, читали про филадельфийский эксперимент с кораблем Элдридж? Читал. Почему нереально-то? Ну, во-первых, абсолютно реально. Во-вторых, значит, да, 2 или 3 года назад созвали пресс-конференцию в этом, как у нас этот подземный ускоритель-то элементарных частиц в Швейцарии, да там под Швейцарией-то построен, блин, да как же его, забыл. Вот. В общем, ведущая научная группа созывала пресс-конференцию, это было официально в новостях, вот, где они сообщили о том, что в результате эксперимента, неудачного эксперимента, произошло схлопывание нескольких соседних с нами пространств, как они сказали, пространственно-временных континуумов. Вот. То есть, да, вот этот коллайдер. Вот. Так вот, типа там от схлапывания нас отделяло что-то там буквально тоже несколько секунд, но, значит, удалось. Успели, значит, это все хозяйство остановить. Как это отразится на нашей жизни, они не знают, но считают своим долгом, значит, предупредить и заявляют о том, что эксперименты в эту сторону они проводить больше не будут. Ребят, после этого заявления, что там верить, не верить? Просто понимаешь, что изначально, если проводился такой эксперимент, значит, вообще ребята понимали, что они делают, для чего они делают, что они хотят получить и так далее и тому подобное. И что вот этот вот филадельфийский эксперимент, он, скажем так, вообще был началом всего вот этого хозяйства. Ну, что там верить, не верить. Вот, если такие вещи заявляют официально. Так. К сожалению, как у многих, с родственниками очень тяжело настроить контакт по теме правильного питания, отношения к жизни. Отцу показывал видеоматериалы, но пока глухо. Ну, да, бывает.
У каждого своя дорога, у каждого своя жизнь. Вот. Так. Что-то я совсем не могу понять, как гельминты могут вызывать гайморит. Никогда не слышал раньше такого. Ради бога, объясняю. Наша дыхательная система, легкие бронхи используются гельминтами практически всеми в качестве детского сада. Ясельная группа, детский сад и так далее. Вот. Часть из них там остается жить. Когда вы спите, эти червячки вылазят. Одни уползают направо, грубо говоря, в сторону желудка. Другие уползают налево. Вот. Например, в сторону как раз-таки носа, да, носоглотки. Вот. Легко, непринужденно попадают в гайморовые пазухи, где гадят, своим присутствием и дерьмом вызывают воспалительные процессы. Обычно они там дохнут. Вот. Потому что жрать им там нечего. Там слишком толстая прослойка слизи, чтобы им там проткнуть, прогрызть, прокусить. Это не легкие, это не бронхи. Там нет настолько близко кровеносных сосудов, собственно. В результате этого возникают вот такие вот состояния. Легко, непринужденно. Это не мои придумки, это официальная наука. Да, но это не везде написано. Тем не менее. Так, ячмень легко уходит, если смазать веко изнутри срезом чеснока несколько раз. Испытано не раз, от бабушки научилась. Запросто. Так, каким средством можно дезинфицировать воду без кипячения и фильтров? Если без фильтров, то марганцовкой, несколько кристалликов. Вот, да. Но там совсем надо чуть-чуть, это будет, будет желтая, можете уже начать блевать. То есть вода практически не должна окрашиваться. Но марганцовка реально позволяет воду дезинфицировать там. Попробуйте даже вот на обычной воде из-под крана, сразу увидите, что у вас там в осадок начинает выпадать куча всякого. Вот. Так, поможет ли употребление тыквенных семечек при хроническом бессимптомном простатите? Нет. Нет. Арбузное масло помогает, а тыквенные семечки нет. Здравствуйте, можно ли выводить токсин активированным углем вместо клизмы? Теоретически можно, но получается больше вреда, чем пользы. Потому что он абсорбирует все без разбора. Активированный уголь, включая родную микрофлору. Да. Так, спасибо вам. Ваше мнение по поводу, не вредно ли для суставов 51 год заниматься аэробикой, снижая вес, кожа, ну, как бы повисла. Ну, естественно, обвиснет. Естественно, объем-то у вас же падает, а эластичность не такая, какая в молодости, так что это нормально. Ничего страшного, подтянется, никуда не денется. Вот, для суставов не вредно, если будете пить, но там вроде как все-таки следят за тем, чтобы пили водичку там. Так, сегодня вы хорошо заряжены на общение, больше 2 часов. Перед Новым годом у меня был достаточно, как сказать, напряженная такая жизнь была перед Новым годом. До хрена чего, в том числе не очень хороших разных событий происходило, и хороших событий происходило. Вот, было много всего, поэтому после Нового года очухивался достаточно долго. Вот. Там в январе еще куча событий продолжалась, там новые вещи в жизни практически были и т.д. и т.п. А на сегодняшний день, вот на прошлый стрим я уже более-менее отдохнул. Вот. На сегодня тоже, в принципе, вполне так себе. Стоять. Так.
Напишу. Куда? Например, можно написать на сайт. Там есть форма обратной связи. Вот. Либо там указана электронная почта. На нее. Вот. Самая доступная, да. Либо в личку там ВКонтакте, например. Так. Желчь животных говяжьи делают настойки на водке, противопаразитарное средство вроде как полезны. Блин, с чего бы вдруг это стало противопаразитарным средством? Что-то не совсем понимаю. Так, Алекс Шварц не покупал. Да? Ладно. Разберемся. Все, понял, да. Все понял, да, дико извиняюсь, дико извиняюсь. Ай. Это был ваш сосед по Евросоюзу, да. Чуть-чуть попутал. Так, вазомоторный ринит, ваше мнение, причины. Сейчас не скажу, потому что даже просто не помню, что такое вазомоторный ринит. Вот. Надо смотреть и почитать, что это такое. Я ж не медик, я ж не врач, я ж экзаменов, зачетов, блин, по этой теме не сдавал. Не зубрил, не учил заболевания, там, симптоматику и так далее. Так, куда делась обычная хлорка? Не могу ее найти в своем регионе. Да. Нет, хлорсодержащие вещи есть, потому что хлорка в чистом виде на сегодняшний день запрещена как боевое отравляющее вещество. Соответственно, есть различные типы хлорамина и т.д. и т.п. То есть можно обратиться, например, в любую санэпидемстанцию непосредственно и спросить у них подобные препараты, где можно найти, взять, купить. Вот, они подскажут. У них такая информация есть. Но да, чистой хлорки сейчас нет. Есть там различные порошки, готовые жидкости, таблетки, которые там надо настаивать и так далее и тому подобное. Но тем не менее, пока оно еще есть. Вот. В крайнем случае можно брать хотя бы простую белизну. Вот. Тоже хлорсодержащие. Так, имена, может, похожие. Нет, я говорю, сосед ваш по Евросоюзу. Вот. Да. Так, спасибо разъяснение про гайморит. Часто заложена только правая часть носовых ходов. Может ли это в частности влиять на зрение? Правая часть может заложена одна там или другая, потому что человек вообще существо асимметричное, понимаете? В результате, скажем так, с одной стороны проходы уже, чем с другой, это легко и непринужденно. Поэтому, соответственно, одна сторона может быть заложена, другая нет. Запросто. Вот. Может ли это в частности влиять на зрение, так как правый глаз стал видеть хуже? Теоретически, да, если там если развивается какая-то инфекция, то, соответственно, да, по вот глазному слезному каналу, он же у нас соединяется с носовым проходом, вот в уголочке глаза. Вот, инфекция может попасть, а дальше уже, да, все что угодно, вот. Как выгнать гадов из пазух? Таких полностью надо выгонять из всего организма, не только из пазух. Вот. Новая услуга для зрителей канала. Читать книги за деньги, рассказывать свое мнение. Блин, я так подозреваю, что, блин,
На неинтересные для меня книги будет, ну, очень высокий ценник. Интересно читать мемуары полководцев советских, например. Вот. Очень интересно. Очень много поучительного. Реально. Да. Но пока... Так. Нарушение тонуса кровеносных сосудов локально. Если локально, то это, соответственно, внешняя причина должна быть. Скорее всего, все то же самое. Гельминтоз. Еще раз, потому что гельминты это не микро, это макроорганизмы, поймите, это макроорганизмы. Они не просто живут, эти червячки, и что-то кушают, они еще и гадят активно. Вот. Вот вы будете есть, блин, тараканье дерьмо. Нет ведь? Ну здесь ведь все то же самое. Поймите, какая-то живность живет, гадит внутри вас. Это вызывает, соответственно, естественным образом кучу различных проблем, осложнений. Вот. На этом хозяйстве развивается, опять же, какая-то инфекция, блин. И так далее. Так. В какое время года лучше всего гнать гельминтов? Вот как только у вас начнется, как сказать, сокодвижение в осине, да, как только начнет расцветать черемуха, как только начнут распускаться почки на хвойных деревьях, вот тогда и начинайте, в принципе. А до этого начинайте питанием. Так. Черный человек Головачева. Не помню, наверное, Головачева практически всего перечитал. Вот. Стругацких всех. Железные всех практически все тоже и так далее. Так, да. Николай Геннадьевич, Василий Андреевич, благодарю за интересный стрим. Здоровья вам, вашим близким. Спасибо большое. Вам точно так же. Так. Есть ли йод в крымской розовой соли? Нет. Нету. Полезна ли она? Да как-то не изучал. А в чем она полезна-то может быть? Почему организм сам не расправляется с гельминтами? Неужели природа не позаботилась об этом? С вирусами, микроорганизмами ведь борется, эти гады живут себе, поживают. Объясняю. Природа, во-первых, позаботилась об этом. Вот. Но человек не ест то, что он должен есть. Для начала. Вот. Если вы залезете в лес, да, и попытаетесь выжить в лесу на подножном корме, да хрен с ним, хотя бы летом, вот, то вы будете есть, блин, все то, что не ели раньше вообще никогда. Поймите это простую вещь. Вот есть, например, там, значит, растет в лесу хвощ полевой. Не знаю, почему полевой, если он растет в лесу, собака. Растет там сныть, например. Вот хвощ уже является противоглистным.
достаточно эффективным. Значит, единственное, что свежий он нужен, опять же. Вот. Пожалуйста, полынь растет, только не та, которая горькая. Вот. А как раз таки та, которая в лесу, она прекрасно в салаты идет. Противоглистное средство. Черемуховый цвет. Прекрасное противоглистное средство. Фактически любые цветы, там дикой яблони, например. Изумительная штука. Молодые побеги хвойных растений. Блин, прекрасное противоглистное средство. Понимаете? Когда жрать вам совсем нечего, вы начинаете уподобляться зайцу. Грызть осиновую кору. Угу. Зимой. Изумительная штука. Ну. Сейчас человек ест чего? Булочка. На какой елке булки растут? Кто мне скажет? Ни на какой? Вот вам и ответ. Человек просто-напросто не ест то, что он, собственно, должен есть. Вот и все. Так. То есть человек должен по природе жить в лесу. В таком климате проблематично. В таком климате, да. В таком климате проблематично. В том-то и дело. Поэтому и жить-то он должен, начиная примерно от субтропиков, да, и, соответственно, южнее. И, соответственно, мигрировать периодически. На зиму уходить на юга, да. Летом, соответственно, уходить от жары севернее. Ну, как это, перелетные птицы. Офига себе, блин, что это с ним случилось? Вот. Вот и все дела. Но человек, да, должен находиться на обычном таком питании. Та же самая маклея, пожалуйста. Индейцы ее испокон веку использовали в качестве противоглистного. Причем там такой момент, если человек начинает загибаться от глистов, его кормили, соответственно, листьями маклеи. Ядовитая зараза. Дико ядовитая. А что, он все равно подыхает. Что так подыхает, что так подыхает. А так, может, выживет. Все. Например, у нас что, в лесу мало ядовитых вещей, что ли? Начиная с волчьих ягод, которые, скажем так, опять же, являются полезными в небольших дозах. Там буквально 1, 2, 3 ягодки, не больше. Вот. Осиновая кора горькая я пробовал. А дети ее едят. Причем легко и непринужденно, что характерно. Да, и опять же, горькая по сравнению, блин, с чем? Не, ну, конечно, после печенюшки она вам будет горькая. Вот, конечно, морковка не сладкая, особенно если после сахара-то. Да? А уж если после меда-то, ёкарный-то бабай. Так. Булочку, а чё мне не есть-то булочку-то? Еще раз. Почему я не могу съесть, собственно, булочку? Я могу себя и тортиком побаловать. Почему нет-то? Еще раз. Планета не для нас по климату, либо предки когда-то давно эту планету попортили. Да нет, не попортили, но человек, да, у меня есть видео на эту тему, что человек по своим, как сказать, физиологическим особенностям не подходит к условиям этой планеты. Все. Не подходит. У нас не то строение зубов, не предназначено для вот этой вот клетчатки, например. Это все хозяйство. Вот посмотрите, например, строение зубов у слона. Он может, сволочь, жрать любую папку. У него между зубов ничего не застревает.
Если не застревает между зубов, соответственно, там негде развиваться всякой вот этой заразе. В результате у слонов зубы не портятся, а у обезьян зубы портятся. Почему? Потому что у них застревает между зубов вот эта вот клетчатка. Не то строение. Понимаете? Что характерно? Не то строение. А у хищников, опять же, строение зубов таково, что там мясо не застревает. Вот. У человека мясо застревает между зубов. Причем без разницы, что сырое, блин, что вареное, я пробовал. Понимаете? Не то строение. Не под вот это вот хозяйство. То, собственно. Человек пить не любит. Воду. Совершенно. Не любит он пить. Он должен получать. Зато очень любит арбуз, очень любит дыню. Да, вот это вот источник воды для него. Изначально, физиологически. А что у нас, дыни, арбузы так вот распространены в природе, что ли? Нет. Яблоком напьешься? Нет. Фрукты для нас, если взять климатическую зону, которая подходит для человека, например, то фрукты этой полосы излишне сладкие и содержат слишком много кислот. В результате, если питаться этими фруктами, очень быстро получаются плохие зубы. Например. Все. Так. Чем дезинфицировать квартиру, кроме хлорки, уксус, ультрафиолетовой лампы? Какие еще средства есть? Ну, есть специализированные. Специализированные есть, это еще раз говорю. Сейчас я вам так не назову, это надо вот в санэпидемстанцию приходите, ближайшую найдите, есть такая программа замечательная. 2GIS или 2GIS, но 2GIS. Вот. Она вам показывает все, что угодно в вашем городе. Где у вас что находится. Вот. К ним позвонить или еще лучше прийти, спросить. Всегда помогут. Так. Может исправительная колония, а может именно тюрьма ссыльная. Потому что талантливых людей здесь, ну, очень много. И такое ощущение, что именно их сюда ссылали. Так. В конце огорода растет черемуха. Ближе к ней находишься, голова болит. Так, если поесть цветки, ну, вот одну гроздь берете, да, с цветами, прям всю ее съедаете. Минут 15-20 смотрите на состояние. Нормально, понравилось, еще съешьте. Вот. 3 может хватить вполне так себе. Вот. После 4 может и затошнить, и, соответственно, и вывернуть. Поэтому надо смотреть там хотя бы минут 20, делать перерывчик. Да. Вазомоторный ринит, астма носа, вероятно, первопричиной будет гельминтоз. Скорее всего, да. Но, во всяком случае, причиной астмы, обычной астмы, является гельминтоз. Я что могу сделать, если из этих сволочей все начинается? Все гадости в организме, собственно. Если на фоне отравления, значит, продуктами их жизнедеятельности начинает падать иммунитет и развиваться, соответственно, любая другая инфекция. Ну, я что ли придумал это? Понимаете, так ведь можно, значит, до абсурда довести, да, все что угодно.
Вот забитый гвоздь. Чем забили? Молотком. Вот отбитое мясо. Чем отбили? Молотком. Вот пробитая голова. Чем пробили? Молотком. Да что у вас везде? Молоток да молоток. Ну, блин. Если так совпало, я что могу сделать? Так. Так, что у нас уже? 2,40. 2,42. Нормально, в принципе. Даже можно уже, наверное, закругляться. Вот. Последние вопросы. Еще вопросы-то будут? Нет? Опять же, понимаете, глистов ведь много разных. И да, я-то вот это все рассказываю, скажем так, на основании практики. Понимаете, точно так же приходит ко мне дама. Да что, говорит, у вас во всем глисты-то виноваты? Я говорю, ну, не у меня, как минимум. Вот. Потом эта дама с утра, значит, там зубы чистила, горло полоскала и выплюнула червячка. Вот. Сделала большие глаза, побежала к врачу показываться. Та ей, соответственно, пинцетиком из гланды еще одного червячка достала. Все, больше дама не сомневается. Вам что, так же надо, что ли? Пока ничего так не убеждает, как собственный опыт, что ли? Я вам больше скажу, эти товарищи выделяют что-то типа, как сказать, обезболивающего. Вот. То есть локально снижают чувствительность. Точно так же, как пиявки. Вот. В результате чего вы даже просто не чувствуете, что они там у вас есть, ползают, что-то делают. Ну. Если распирает живот после еды, это называется обожрался. Вот. Перинтелом воспользоваться можно, толку-то. Печень только подсадите, да и все. Толку практически нет. Я вам, блин, тоже из практики говорю. До весны далеко. Что, перец отменили? Зелень отменили? У меня много на сайте что расписано, что есть-то, собственно. Вот. И так далее. На сайте все расписано. Так. Курсы все есть, все придумано. Так, ладно. В принципе, наверное, даже все. Будем закругляться, заканчивать все это хозяйством. Спасибо всем, что пришли. Вот. В следующую субботу, наверное... Что у нас в следующую субботу будет? Какое у нас число следующее? 22-е. Нет, 22-го стрима не будет, потому что все будут готовиться к 23-му. Да, водку пьянствовать, беспорядки нарушать заранее. Вот. А вот 29-го вполне можно будет следующий стрим провести. Вот. Да. Как-то так. Как-то так. Все, спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Всем спасибо. Вот. Всем за все. Спасибо. Все, будьте все здоровы. Вот.
Что думаете о рок-музыке? Иногда слушаю. Сегодня этот, как его там, Тарагут был? Да, его слушал. Все. Чао, бомбина.